Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. Сегодня у меня случилась очень забавная история, на самом деле, да, которая показывает, что в мире есть чудесные люди, есть замечательные люди. Просто хотел с вами ей поделиться, абсолютно неплановое, так сказать, у нас видео сегодня с вами. Я пошел, мне нужны были простыни, да, для кровати, периодически они же там портятся, уже такие просто становятся некрасивыми, и у нас есть, все, кто живет в Испании, знают сеть магазинов El Corte Inglés. В этих El Corte Inglés продается все что угодно, это огромный гипермаркет наподобие, как раньше были центральные универмаг, да, то есть 5-6 этажей, продается посуда, продаются продукты, есть гипермаркет, там этаж для мужчин, этаж для женщин, одежды, все что хочешь. И на одном из последних этажей у них стоит мебель, красивая мебель такая, знаете, что в основном крайне-крайне высокие цены, да. Я пошел, сейчас у нас скидки, во всей Испании огромные скидки до 50%, я думаю, воспользуюсь случаем, куплю себе просто некрасивые, да, в Corte Inglés в этом. И все, я, получается, иду в этот Corte Inglés, пошел, купил себе простыни, кстати, да, и после этого думаю, дай-ка, я люблю эстетически насладиться чем-то, поднимусь на этаж, где продается у них мебель. Да, я поднимаюсь на этаж, где продается мебель, гуляю среди этих зеркал, среди красивейших диванов и прочих там ковров. И тут я натыкаюсь совершенно случайно на сансевьерию. Я понимаю, что этой сансевьерии у меня нет в коллекции. Я подхожу, я так думаю, пластиковая, не пластиковая. Нет, это оказывается живое растение, абсолютно живое растение, которое я достаю из горшка. Вы знаете, я беру и просто оно выходит из горшка, само растение, то есть оно абсолютно убитое, абсолютно сухое, но при этом еще живое. Да? И я такой думаю, что делать? Я такой человек, что я считаю, что не нужно стесняться, в принципе, по жизни, нужно быть адекватным, не таким бесстыжим, да, но адекватным, но я думаю, подойду, спрошу, продадут ли они мне эту сансевьерию, хотя это мебельные магазины, по идее, знаете, там нет ни света, то есть там только какие-то лампы стоят, такие обычные, люминесцентные, она абсолютно убитая, мне стало ее жалко, я думаю, подойду, спрошу, не продадут ли мне ее. Хотя вообще никак, там не продают, это не цветочный магазин. Я подхожу в отдел, где стоят организаторы, кто там продают, да, все за этими компьютерами. Говорю, вы знаете, так-то так. Я говорю, такая ситуация, вот тут у вас есть цветочек. Вы знаете, чего томить? Я вам сейчас ее покажу. Вот такая вот, друзья, у меня сансевьерия Kirke Silver Blue. Очень-очень красивый экземпляр. И вот так я ее примерно нашел в магазине. Вот так я ее достал из этого горшка. Когда ее потянул, и вы можете видеть огромное количество абсолютно мертвых, высохших корней. Растение очень сильно потеряло свой тургор. Вы видите, часть корней до сих пор жива, это не может не радовать. То есть растение очень-очень крепкое, очень выносливое. Потеряло, как я уже сказал, большую часть корневой системы. Вы можете видеть, здесь часть этих корней рассыпана в субстрате, да, фактически пыль вместо корней. И вот такой вот горшок, в котором она шла. Такой горшок сделан, он как из цемента, очень тяжелый, достаточно красивый, в таком стиле лофт. Стоил он 4,95, такой горшок, да, и в нем шла вот такая вот сансевьерия, которая не имела ни цены, не имела никакой, как я понял, для них ценности, просто как декор, друзья, абсолютный. Да, и вот, друзья, и вот такая сансевьерия, смотрите, я уже ее искупал. Посмотрите, какая красавица, я ее хорошо промыл, все чистенько. Посмотрите, какое чудесное, потрясающее растение. Посмотрите, какая красота. Это не сансевьерия, вот такая у нее корневая система осталась, да, то есть она у нее есть, растение живое. Здесь даже есть несколько точек, где она пыталась какие-то корни новые пустить, живые, но вот это, конечно, все в большинстве своем уже, так сказать, не очень. Но я ее посажу в маленький горшочек, друзья, и получается я, да, получил эту сансевьерию, как я вам уже рассказал. Я пошел на кассу, мне сказали, что мы не продаем это растение, оно стоит здесь для декора. Говорю, вы понимаете, такая ситуация. Да, украли кошелек, переночевать негде. Я говорю, что я собираю коллекцию сансевьерий. И я такую сансевьерию
никогда не встречал. Хотя, вы знаете, я их встречал. Я тут немного слукавил. Я их встречал, и они стоят в среднем у нас по 20 евро. Вот такие сансевьерии. Да, то есть я видел их в садовых центрах 20 чем-то евро. То есть они дешевый сорт сансевьерии. И я говорю, вы знаете, я не встречал, и я бы очень хотел ее купить. Может быть, все-таки можно что-то сделать. И в итоге мы пошли с одного этажа, мы пошли на другой. С одной женщиной, она говорит, что вот пойдемте сходим к заведующему, он, может быть, что-то скажет. Мы пошли на этот этаж. Я попытался, там тоже мы объяснили ситуацию, какая такая проблема, что вот есть сансевьерия, на ней нет ценника, потому что она не продается. Она стоит для декора. В общем, этот мужчина начал звонить в какие-то отделы. В этих отделах ему сказали, что они не знают, что делать. В итоге я поднял на уши. Благо, знаете, люди приятные, адекватные, все с улыбкой. Женщина говорит, я вам бы ее вообще подарила. Она так расчувствовалась ко мне в итоге, эта женщина, дай бог ей здоровья. Она говорит, я бы вам ее вообще подарила. Ну что же она бедная загибается? То есть она у нее стояла перед глазами, не знаю сколько месяцев, то есть что она высохла полностью уже это растение, да, то есть у него уже из горшка, как вы видели на этом вставке видео, там все отваливалось, и она думала, они просто думали, что это пластиковое растение. Понимаете, они стоит и стоит, зеленое, живое, да, оно живое на самом деле, вот это растение. И все, я такой думаю, если мне его подарят, вообще шикарно. Потом я вижу, что ситуация ухудшается. Мне говорят, придите в понедельник, мы позвоним. Сейчас, Ноа, хватит грызть. Она тут шкребет сильно. Мы позвоним сейчас в какую-то организацию, которая занимается декором наших всех помещений. У них там есть разные растения еще стоят, да, такие. Но вот это было то, что мне было нужно, и оно было убитое. И они говорят, в понедельник мы узнаем, сколько. Я думаю, если они сейчас позвонят, мне там заломят цену на нее или скажут, что мы не продаем еще что-то. Я так понимаю, что надо биться до последнего. То есть надо отстаивать эту сансевьерию. Говорю, вы знаете, у вас там есть сансевьерии, которые не сансевьерии, а искусственные цветы, вот абсолютно такие же, в таких же абсолютно симпатичных цементных бетонных горшках по 15 евро. Я говорю, я у вас куплю вот этот, и вы мне его пропустите вот этот горшочек, да, с этим растением. Говорю, мне и горшок не нужен. Мне стало просто принципиально важна жизнь данного растения, потому что бедняга реально была убита. Я понимаю, что они ее оставят, и через несколько, она, кстати, вот, друзья, посмотрите, не знаю, сколько месяцев она стояла, тургору она начала терять, но она жива. Вот, сансевьерию реально невозможно убить. Ее можно убить только если вы ее зальете. Если вы ее не заливаете, сансевьерия будет жить веками, друзья. Это растение магическое просто, нереальное растение. Смотрите, она вот камень просто. Я ее оставлю вот так вниз головой, так как я ее полил, чтобы вся влага вышла из розеток. И после этого я, конечно, уже ее буду пересаживать. То есть я подыщу небольшой горшочек, и я ее пересажу, и потом через неделю выйдет видео о всей моей коллекции сансевьерии, вы обязательно ее увидите. Так вот, получается все. Мы разговариваем, никто ничего не знает. Пошли опять к какому-то заведующего. Мы прошли по всем этажам, по всему, чему только можно было пройти. И в итоге мне говорят, хорошо, так жалко им всем стало в итоге растение, говорят, мы вам его продадим по цене горшка. То есть фактически я заплатил за горшок, друзья, вот, который вы видели, симпатичный, красивый горшок, 4,90 евро он мне стоил. И в итоге я купил горшок, и с горшком мне отдали вот эту сансевьерию. Это было очень смешно, потому что, я вам говорю, подошли абсолютно все заведующие, все начали сходиться, типа, что же там такое происходит, что там пытаются купить непродаваемое в магазине. Да, поэтому, получается, сансевьерия оказалась у меня, пополнилась моя коллекция. Очень приятный момент. Для меня это такой была доза какого-то позитива, отчасти адреналина. Я думаю, выгорит, не выгорит. Такая сансевьерия не стоит 4,90. Даже у нас здесь на Гран-Канария с нашими достаточно такими лояльными ценами, да, не какими-то безумными. Вот такая вот потрясающая, красивая сансевьерия. Смотрите, какого она крупного размера. Все, попало в мою коллекцию. Друзья, очень рад с вами поделиться такой новостью. Верьте в чудо, относитесь друг к другу по-человечески. Да, и вот ко мне отнеслись по-человечески, мне было очень приятно. Мы спасли все вместе, всем миром, всем El Corte Inglés. Огромное ему спасибо.
спасли вот эту потрясающую Сансеверию и дали ей второй шанс на жизнь. И мы будем, конечно, на моем канале продолжать следить за развитием событий и что же с ней будет дальше. Все, друзья, вот такая вот мини-новость. Надеюсь, для кого-то она из вас вдохновила на какие-то приятные моменты, да, что не нужно терять веру в людей и верить в чудеса. С вами был Николай и его новая Сансеверия. До новых встреч. Пока-пока.